Мы выехали в аэропорт заранее, и чтобы не просто сидеть в терминале, заехали в торговый центр Да Винчи. Он находится прямо между Римом и Фьюмичино, и если вы приезжаете пораньше или встречаете кого-то, это просто находка. Там есть не только магазины, но и кафе, рестораны, где можно спокойно посидеть, не торопясь. Так что берите заметку, особенно если вы с детьми или после поездки в город, а до вылета еще куча времени. На регистрации нас ждала новость. У нас перевес. Хотя в бизнесе багажные нормы гораздо выше, чем в экономе. Катар дает на 2 места по 32 килограмма на человека. Покажу сейчас табличку с лимитами, может быть пригодится. Но мы, как говорится, перепрыгнули даже эту планку. Но все уладили, хоть и таким немножко варварским способом. Но на будущее обязательно взвешивайте багаж дома. Особенно если следите с подарками, техникой или переезжаете. Кстати, вот совет. Вместо чемоданов можно использовать большие тканевые сумки или даже коробки. Как вам наш лайфхак? А Катар, как и многие авиалинии, считает вес, а не форму или вид тары. Один из любимых бонусов бизнес-класса – это Fast Track. Это ускоренный проход досмотра. Отдельная очередь, меньше людей, все проходит быстро и спокойно. Правда, на паспортном контроле все равны. Там снова стоим вместе с остальными, улыбаемся и машем. Но в остальном удобство заметнее. Следующая приятность – это лаунж. Если у вас нет платных карт или статуса, Катар дает доступ в бизнес-зал автоматически. Тут можно перекусить, зарядить все свои устройства, спокойно выбрать себе место, где отдохнуть. Мы, например, выбрали такое уютное местечко и отключиться от суеты аэропорта. Я не знаю, как всем нравится его атмосфера, но для нас, имея иногда по несколько перелетов в месяц, это просто какой-то стресс. Вот поэтому в таких случаях лаунж, конечно же, спасает. Мне очень нравится сравнивать разные лаунжи. Это как маленькие клубы в разных городах, и у каждого свой вайб. До нашего гейта нас повезли на поезде. Вы себе представляете? Да, в аэропорту. Мы уже не раз летали из Фьюмичино, но вот такого не было. Этот аэропорт самый большой в Италии, и официально он называется имени Леонардо да Винчи. Так красиво и романтично, правда? Здесь несколько терминалов, и все разделено по направлениям. А поезд в терминале — это одновременно и удобно, и немного сюрреалистично. Будто ты не в аэропорту, а в метро. Если будете здесь впервые, закладывайте немного времени на перемещение внутри, а особенно между зонами. Перед гейтом традиционный заход в duty free. Совет. Если хотите сэкономить или купить что-то конкретное, заранее сравнивайте цены с локальными магазинами онлайн. Иногда тут выгоднее, особенно такие вот мини-сеты или тревел-наборы, а иногда наоборот. Еще тут часто бывают какие-то лимитки, которых вы не найдете в обычных городских магазинах. Вот так вот. Далее переходим на посадку. Здесь отдельная очередь для бизнес-класса, и она очень быстро движется. Sì, grazie mille. Кстати, после рукава есть интересный момент. Разделение потока налево бизнес и прямо эконом. Да, вот вам мини-факт. Рукав на английском называется finger, то есть палец. На борту нас встретили стюардессы, очень стильные, пажа Qatar Airways, очень строгий дресс-код и вся форма от итальянских дизайнеров. Понравилась одна мелочь. Наволочки на подушках они меняют в зависимости от направления. Например, у нас первый перелет был в Доху, поэтому все наволочки были с рисунком и надписью Доха. А еще они выдают фирменный тревел-набор от Diptyque. Крем, бальзам, мини-парфюм, все очень изящно. И, кстати, подробный обзор выложу у себя в ТикТок. Так что переходите, подписывайтесь на меня там. Вот еще одна разница бизнес-класса.
Еще до взлета приветственный напиток. Естественно, мы выбрали шампань. Ну, также есть и любые другие алкогольные и безалкогольные напитки. А еще фишка самолета — наружные камеры. На экране можно смотреть, как мы взлетаем и летим. Это просто гипнотизирует. Сам перелет прошел как на одном дыхании. Питание на уровне ресторана. Все приносят в любом количестве и в любом порядке. Закуски, горячие, десерты. Кресло раскладывается в полноценную кровать. И это так интересно, потому что, когда вас уже клонит ко сну, вы просто подзываете стюардессу, и она вам раскладывает матрас, подушку, одеяло. Это так заботливо. Знаете, как в детстве. Тут реально можно поспать, особенно если летите ночью, как мы, или после сложного дня, как тоже мы. Освещение настраивается, есть личная лампа, много места для вещей, в общем, супер. Медиатека очень обширная, фильмы, сериалы, игры, сервис на высоте. Вежливо, ненавязчиво, но все по делу. После ужина самое приятное — переодеться в пижаму. Я не знаю, это коллаборация Катар и Формула-1. Ткань мягкая, приятная, свободный, прям чувствуешь себя как дома, только на высоте 10 тысяч метров. В Дохе бизнес-класс выходит первым, быстро, без очередей. На выходе уже нас ждал наш трансфер, отдельный автобус, только для пассажиров бизнес-класса. Мелочь, а создает ощущение заботы. Особенно приятно, когда ночь и уже устал. Лаунж в международном аэропорту Хамад — это что-то особенное. Огромная территория, душевые, релакс-зоны, горячая еда, бары. Вы даже представить себе не можете. Есть игровая зона с PlayStation 5. Места для сна, даже небольшие рабочие зоны с розетками, хорошим Wi-Fi. И самое главное — невероятный уровень сервиса. Честно, после Европы прям чувствуется разница. Тебя встречают, помогают, интересуются, все очень по-человечески. У нас также было немного времени, чтобы прогуляться и по самому аэропорту. Если будете здесь, обязательно найдите этого гигантского желтого мишку, скульптуру. Это один из символов Хамада. Сам аэропорт — один из самых современных в мире. Qatar Airways — это национальный перевозчик Катара, и страна очень активно развивает авиацию. У них даже есть свой авиагородок и обучение для пилотов на высшем уровне. Следующий рейс — Boeing 777. Сказка. Просторный, надежный самолет с широкими креслами. Обслуживание на том же уровне, как и на первом сегменте. Из приятностей туалет из Diptyque, крем для рук, мыло, мист. Все от этого бренда. Приятно пахнет и выглядит, честно говоря, по-люксовому. На борту обновленное меню с горячими блюдами, легкими закусками, десертами. В общем, все на ваш собственный выбор. Напитки как алкогольные, так и без. Обслуживание быстрое и с улыбкой.
говоря, мы уже практически в Маниле. Сам перелет получился очень комфортным. Бизнес-класс — это не просто про дорого, а действительно про качество путешествия. Ты реально экономишь силы, особенно если потом сразу в дела, командировку или просто хочешь начать отпуск в хорошем состоянии. Если есть возможность, это стоит попробовать хотя бы раз.